Уэсли молодой фотограф. Как-то раз он отправился вплавь на байдарке, чтобы сделать удачные снимки в Белизе, Центральная Америка. Но внезапно на своем пути он увидел небольшой островок, заваленный ветками. Уэсли был потрясен. Среди сухих ветвей стоял пес, невероятно худой, голодный и жалкий. Малыш вилял хвостиком, несмотря на истощение и слабость. Его тельце дрожало, а ребрышки проступали под тонкой кожей. Как он оказался здесь, оставалось загадкой, но молодой человек понимал, что бросить истощенную и одинокую собаку он не может. «Мне казалось, у меня сердце вырвется из груди», — вспоминает Уэсли момент встречи с псом. Он выбрался из байдарки и побрел по воде. На всякий случай парень позвал кого-нибудь, кто мог бы рыбачить или просто находился поблизости, но вскоре молодой человек убедился, что рядом никого нет, и пес действительно совсем один. И он очень ждал появления хоть одной живой души, которая могла бы спасти его. Тогда парень перенес собаку в лодку. Впрочем, молодого человека волновало вот что: он находился на территории другого государства, а это значило, что могли возникнуть определенные сложности с собакой. Пес, которого он назвал Уинстон, нуждался в помощи, и Уэсли размышлял над тем, как он может оказать ее животному. Через 36 часов парень должен был вернуться домой, но бросить бездомного пса фотограф не мог, и люди стали помогать. Кто-то принес баночки с едой, а кто-то договорился с ветеринаром, чтобы собачку могли осмотреть. Вскоре Уинстона уже осматривала доктор, брала у него кровь и отмывала пса от блох и грязи. К сожалению, парню пришлось вернуться в отель, а пес остался с доктором по имени Мия. Женщина пообещала быть на связи с Уэсли и информировать его о состоянии животного. Анализ крови показал, что никаких серьезных отклонений в здоровье Уинстона нет, и молодой человек был рад этой новости. Вот только его некуда было деть, поэтому фотограф договорился с людьми, согласившимися взять пса на передержку. Девушка по имени Мелани стала приемной мамой на целых 2 месяца. Она слала Уэсли фотографии и видео, чтобы показывать, как живется Уинстону. Вне всякого сомнения, пес был счастлив, что теперь у него есть крыша над головой. Он досыта ест и спит на теплой подстилке. Он изменился внешне, и даже ушки, которые уныло свисали, теперь стояли на макушке, как 2 домика. А вскоре пес отправился в Даллас к Уэсли, который решил забрать его в свой дом. Встреча должна была состояться в аэропорту, где фотограф с нетерпением ждал питомца. Это был тот момент, когда я подумал: а вдруг он меня не помнит, рассказывает парень. И действительно, в первую минуту пес не знал, как реагировать на Уэсли, и начал обнюхивать ему ботинки. А потом Уинстон вскочил на лапки и стал прыгать, весело виляя хвостом. Ну а вскоре хозяин и его пес вернулись в Монтану, где жил фотограф, и питомец попал в настоящее снежное царство. Это было невероятно. После солнечного Белиза оказаться частью зимней сказки, и пес был в восторге. Уэсли говорит, что встреча с питомцем — это судьба, ведь они нашли друг друга по чистой случайности, но теперь никогда не расстанутся. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.